Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале. Сегодня 5 июля, пятница, завершение рабочей недели. И вот такие вот новости у нас вышли под завершение рабочей недели о повышении уровня безработицы в США до показателей в 4,1%. Причем ожидаемый показатель составлял 4% по повышению уровня безработицы в США. Ну а как говорил Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США, о том, что о понижении ключевой ставки можно будет говорить в случае, если уровень безработицы будет превышать 4%, а инфляция будет на уровне 2%. Ну а следующее как раз-таки заседание FOMC митинг будет проходить 30-31 июля, то есть уже в этом месяце, и мы узнаем, что нам скажут касаемо снижения ключевой ставки. Но я так полагаю, что все-таки в июле мы не увидим снижение ключевой ставки, да, то есть нам лишь скажут, намекнут о том, когда это будет происходить, и все-таки вот по моим предположениям, по моим прогнозам, если Федеральная резервная система США уже говорила нам о том, что в этом году ожидается одно понижение ключевой ставки, то это значит, что я думаю, что либо в сентябре, либо в ноябре мы увидим как раз-таки то самое понижение. И я думаю, что возможно это будет до ноября, потому что в ноябре уже будут проходить выборы в Соединенных Штатах Америки. И поэтому мне кажется, что такое событие, как понижение ключевой ставки, опять же, разгон и рынков криптовалют, и вливание новой ликвидности, все это дело будет происходить, я все-таки думаю, немножко до выборов, поэтому пока что я ориентируюсь на снижение ключевой ставки в сентябре, да, об объявлении снижения ключевой ставки. Ну и поскольку вот сегодня буквально вышли показатели по безработице, мы видим, что они повысились, и в принципе для рынков это отразилось не очень хорошо, хотя для долгосрочной перспективы мы с вами понимаем, что это будет хорошо для снижения как раз-таки ключевой ставки. Ну и вот биткоин провалился за последние вот несколько, там 3-4 дня он провалился на 15%, и вот многие говорят о том, что все, рост закончен, рынок будет теперь только падать, рынки не будут расти, биткоин идет на свои, там, не знаю, на ноль, опускается, все, рост, бычий рынок закончен. Но опять же, я считаю, что это лишь такие временное влияние, да, опять же, от тех новостей, которые исходят. И поэтому не стоит, как мы здесь с вами ранее на канале и говорили, не стоит обращать и свое внимание на то, что вот происходит в данный конкретный момент времени, а стоит все-таки более глобально посмотреть на общую картинку. И да, мы видим, что в принципе биткоин достиг уже каких-то вот таких предыдущих своих зон поддержки, да, особенно вот зоны в 52 тысячи. Но вот несмотря на такой откат по цене, несмотря на снижение до там 53 тысяч, сейчас биткоин немножко отрос и торгуется в диапазоне 55 тысяч долларов. Ну а касаемо Каспы, да, именно той криптовалюты, за которой в большей степени мы здесь следим на канале, все прошло ровно по плану, и я думаю, что этого можно было ожидать и по биткоину, ну, в том числе падения, да, потому что здесь мы с вами на канале говорили о том, что Каспа дойдет до уровня в 15,5 центов, и так и получилось. Цена кольнула этот уровень, ну, прямо вот видите, да, вот эту свечу, и практически дошла до более низкого уровня в 14,5 центов. Ну вот, как я и говорил, это отличная возможность для набора позиций, да, для набора позиций либо в лонг, либо для увеличения количества монет на споте, но каждый, опять же, принимает решение для себя сам, а я здесь лишь показываю и рассказываю свои мысли и то, как я вижу ситуацию на рынке. И вот, как видите, если вы следили за каналом, если вы смотрели предыдущее видео, то все прошло ровно по тому сценарию, по которому мы здесь с вами обсуждали. Прямо сейчас мы находимся на уровне 0,618 по Фибоначчи, это 15,5-15,600 центов. И в случае удержания этого уровня, то пойдем обратно на 0,17 центов, и после чего продолжим восхождение в нашем параллельном восходящем канале.
Да, в любой момент времени все может измениться, могут выйти какие-нибудь черный лебедь, да, на рынке появиться, но пока что вижу ситуацию именно таким образом, и все идет по тому сценарию, который мы здесь с вами обсуждали. И вообще касаемо прогнозов по цене по той же Каспи, да, потому что я все-таки ориентируюсь в основном на этот актив, и здесь вот на канале мы с вами говорили о том, что к концу 2024 года я ожидаю, во-первых, хешрейт сети, увеличение хешрейта сети до 3 экзахэш, а соответственно при увеличении хешрейта сети до 3 экзахэш, то я думаю, мы сможем вполне увидеть отметки по цене в диапазоне 1,5-2 доллара. Ну, то есть в среднем там 1,8 доллара, если хешрейт сети продолжит увеличиваться такими же темпами. Это пока что приблизительный прогноз по Каспи с учетом роста хешрейта и того сантимента на рынке, который мы ждем. И что касается вообще глобальной ликвидности, хотелось бы также обсудить этот момент, что, во-первых, у глобальной ликвидности тоже есть некие свои циклы, да, и мы вот сейчас прям можем наблюдать это на экране, по такой некой синусоиде двигается ликвидность, и пик глобальной ликвидности следует ожидать на примерно сентябрь 2025 года. И вот во время как раз-таки этого пика, я думаю, уже мы достигнем максимальных отметок и по биткоину, и по Каспи, после чего, я думаю, все-таки следует ожидать как раз-таки начала уже медвежьего рынка на рынке криптовалют. Не знаю, что конкретно должно случиться, как это конкретно будет выглядеть, но вот пока что за все время по истории глобальные циклы ликвидности хорошо себя отрабатывали, и вот как раз-таки в эти моменты ликвидность будут забирать из рынка, но до этого времени у нас еще есть там те же год, там, да, 1,5 года для того, чтобы успеть набрать свои позиции, успеть получить свои проценты, которые вы планируете получить с рынка, в частности с рынка криптовалют. И поэтому до этого времени я считаю, что мы успеем увидеть, ну, во-первых, не только биткоин сезон, да, рост биткоина до отметок в 300-350 тысяч долларов, но и также рост по Каспи. А конкретнее о своих прогнозах глобальных по Каспи я говорил у себя в приватном телеграм-канале, и если под этим видео наберется, ну, хотя бы 10 лайков, то я расскажу и покажу, что конкретно я ожидаю по Каспи к этому времени, да, к глобальному пику по мировой ликвидности и по своим ценам, по своим прогнозам по цене за одну монету Каспа, о которой я также уже ранее, несколько месяцев назад, выкладывал не один пост в своем закрытом телеграм-канале. Но для того, чтобы я вам показал прямо здесь и сейчас те цифры, то вообще на что я ориентируюсь, то давайте наберем вот эту активность под видео, хотя бы наберем 10-15 лайков под видео и комментариев несколько штук, для того, чтобы я рассказал вам о своих прогнозах. И также хотелось бы еще обсудить доминацию биткоина. Мы здесь с вами о ней говорили, о том, что я ожидаю примерные цели по доминации биткоина в диапазоне там 60-65%. И вот как мы видим, за все это время, сколько бы криптоаналитиков, различных информационных ресурсов не говорило нам о том, что скоро начнется альт-сезон, доминация биткоина снижается, но вот, по крайней мере, за апрель-май мы видели такие снижения доминации, однако общая тенденция продолжает оставаться восходящей. Мы все еще находимся над 200-дневной скользящей по доминации биткоина. Это значит, что мы продолжаем находиться в восходящем тренде, и я все-таки ожидаю, что в пике своем доминацию биткоина мы увидим в диапазоне более 60%, да, опять же, это будет связано с той же ценой по биткоину, которую лично я ожидаю, которую я озвучил ранее. Что ж, друзья, на этом на сегодня все. Обсудили прогнозы по инфляции, обсудили ликвидность глобальную, обсудили цели по Каспи и по биткоину, а также поговорили про доминацию. Если видео было полезным, обязательно оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это поможет для развития канала, поможет для создания нового полезного обучающего контента. И в следующих видео мы с вами поговорим
Ну, конечно же, не только о том, что происходит на рынке, а также я расскажу вам, что такое вообще Fibonacci, как ее использовать, как это применимо, где это применимо и как вообще на это ориентироваться. Что ж, на этом на сегодня все. Желаю всем продуктивных выходных, всем хорошо отдохнуть, подготовиться к началу следующей рабочей недели. На этом на сегодня все. Всем пока.